Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами поговорим про рыболовные шнуры. Рыболовные шнуры, да, для спортивного рыболовства. Значит, шнуры бывают разноцветные, разных цветов. Цвет не влияет на лов рыбы. Цвет сам не влияет на лов рыбы. Цветовая гамма шнура влияет на человеческий глаз для удобства. Если темный шнур, там какой-то темный, темно-зеленый, черный там, или еще какой-то, к примеру, у вас просто быстро устанут глаза. Когда вы будете кидать снасть. Ну, где-то хватит, наверное, часа на 2 покидать. После этого у вас зрение упадет, да, и не будет такой точности броска. Вам придется пойти отдохнуть, да, сменить на что-то там, покушать или погулять. И отдохнуть спустя какое-то время вы можете уже продолжить рыбалку. На, допустим, цветовой гамме, которая яркая цветовая гамма, вы сможете более спокойно кидать, не так устанут глаза. Плюс, когда вы вываживаете рыбу, да, вам видно его хорошо, куда вы заводите, да, там в подсак или еще куда-то от тростника уводите в сторону. Тоже эти моменты. Значит, шнуры рыболовные на зрение там рыбы никакое значение не влияет. У рыбы совершенно другой угол зрения, и цветовую гамму именно по шнурам она просто не видит. Значит, когда вы покупаете шнуры, где-то хотите приобрести себе шнур, если кто пользуется дешевыми шнурами, ну и считает, что ему хватит на рыбалку, и при этом ловит мало рыбы, да, ну, значит, так тому и быть. Когда вы кидаете, допустим, и вы иногда встречали такой момент, да, к примеру, вы закинули спиннинг, у вас зацепился за верхний тюльпан, там, именно шнур, там рыболовный зацепился тюльпаном, и, к примеру, он сделал вам бороду, да, сделал бороду, и у вас получилась петля, у вас получилась вот такая петля. То есть вам приходится, вы если взяли какой-то дешевый шнур, вам невозможно уже его там распутать, там можно, конечно, там иголкой, да, этот узелок распутать, да, каким-то образом там разобрать. Но, как правило, рыбаки это просто обрезают и дальше используют шнур. Допустим, в более качественных шнурах, да, ну такого нету. Здесь уже есть обработка. Это 8-прядный шнур из 8 прядей, да. Он имеет обработку на порез, ракушку, камушек, песок. Имеет также непосредственно покрытие на защита ультрафиолет. Покрытие хамелеон, который придает еще невидимость в воде. Покрытие у него непосредственно, да, он морозоустойчивый, там до 15 градусов он спокойно до минус 15 рыбачит. Спокойная обработка у него есть. То есть вот такие всякие моменты. Ну и плюс, когда у вас создается борода, скажем, вот такого плана, да, ну его просто там потянули, разобрали этот узелок и спокойно дальше рыбачить. Чтобы рыболовный шнур послужил у вас дольше, вам необходимо в конце сезона его перемотать. То есть один конец, которым вы рыбачили, допустим, этот, потом взять на шпулю и его вниз намотать. То есть каждый сезон перемотать конец шнура. В таком случае у вас шнур послужит порядка там 6-8 лет. Это именно вот такие шнуры, там, скажем, компании, да, они прослужат дольше. Порядка 6-8 лет, если вы не поленитесь, перемотаете шпулю. Перемотаете шпулю непосредственно в разные стороны. Компания Мамой — это один завод, который в Кобе. Они выпускают леску и шнуры Jig-Line и Ultron. Это один производитель, одна компания, что
Ультрон, что Мамой. Просто, скажем, джиг Мамой изготавливается на европейские страны, и у них нагрузка, разрывная нагрузка чуть-чуть поменьше. Разрывная нагрузка чуть-чуть поменьше, чем у шнуров и лески Ультрон. У них более сделана линейка на южные страны. Там более сильная рыба, и нагрузка по леске там немножко отличается, она побольше. Вот вся разница в шнурах. Это одна компания. Просто одна компания. Ну вот такие моменты по спортивному рыболовству, по разнообразию таких шнуров. Есть шнуры 4-прядные, есть 8-прядные шнуры, которые применяются в спортивной рыбалке. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Удачного настроения.